Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре пойдет речь о приманках, которыми я ловлю щуку, а именно о воблерах. В большинстве случаев я использую силиконовые приманки, но бывают моменты, когда щука напрочь отказывается от силикона, и тогда на помощь приходит воблера. Сегодня я хотел рассказать о своих любимцах. Это семерка лучших воблеров по моей версии для ловли щуки. Итак, начнем с самого мелководного воблера. То есть воблер, который можно применять при глубине от 10 сантиметров и, пожалуй, наверное, метров до 2,5. Это воблер Магалон. В такой вот яркой окраске. На мой взгляд, это уникальный воблер, который может уговорить, наверное, даже мертвую щуку. То, что он делает в воде, заставит проснуться даже самого пассивного хищника. Поэтому этот воблер я рекомендую всем обязательно. И, пожалуй, при ловле на глубинах до 2,5 до 3 метров, на мой взгляд, это самый лучший воблер. После этого воблера следующий воблер немного с большим заглублением, где-то метр, метр 20, это Megabass Vision 110. В такой же яркой расцветке, тоже уникальный воблер, полюбившийся многим рыболовам. Своеобразная игра, тоже заставляет клюнуть любую щуку. В этом же размере воблер, который также имеет заглубление порядка 1 метра, это 110 Orbit. Вот такой интересной расцветки. Я настолько люблю сильно эту расцветку, что одно время практически все воблера, начиная от кренков и заканчивая 130-ми, 150-ми минохами, покупал именно в этой расцветке. У Орбита эта расцветка называется 564. Здесь обращаю ваше внимание, что посредине висит красный тройник. Это не родной тройник. На мой взгляд, он достаточно эффективен. Я его использую и при ловле на силиконовые приманки, и при ловле на воблер. Вот было много поймано на него щук, и, пожалуй, наверное, 9 из 10 атаковали именно красный тройник. Поэтому очень рекомендую использовать на воблерах либо посередине, либо с краю красный тройник. Если мы хотим поймать щуку в более глубоком месте, скажем так, на глубине 3,5, 4, 5 метров, тогда на помощь приходят такие воблеры, как Balisong. Это воблер, который имеет длину 130 миллиметров, вот такой окуневой раскраски. То есть, я повторю, помимо того, что это хороший уникальный воблер, именно вот этот окрас лично для меня являлся там одним из самых эффективных. И здесь, обратите внимание, тоже висит красный тройник. Под номером 5 также будет воблер Balisong. Вот в такой белой расцветке. Вот здесь у него висит также в хвосте красный тройник, уже вот подертый. Простая белая расцветка, вот хорошо работает в мутной воде, в любую погоду, с любой прозрачностью. И если мы говорим о Balisong, то вот есть окуневый, белый, вот под номером 5, вот этот воблер. Дальше идут воблеры, которые стали давно у всех фаворитами. Это воблер OSP Rudra. Вот такая золотая расцветка, к ней вот люди относятся по-разному. Вот кто-то считает, что ее нужно ставить в пасмурную погоду. Я считаю, что ее надо ставить в солнечную погоду, чтобы она максимально далеко бликовала и тем самым привлекала хищника. Здесь опять же стоит красный тройник. Вот такой красивый воблер, уже побит порядком. Имеет вот оранжевое пузо, темную спинку и красивый золотой цвет. И в завершении опять Rudra, опять белого цвета. Ее особенность в том, что она тонущая. Все предыдущие воблера были суспендерами.
То есть это воблер, который висит в толще воды в определенном горизонте. Вот этот воблер тонущий. Вот им, скажем так, без течения можно ловить на глубине до 7 метров. Если вот у вас хватит терпения, его потихонечку можно опустить на дно и вот неспешными подтяжками потихоньку твичить, тем самым вот поднимая щуку, ну вот там 7-6 метров. Потому что сразу мы его опускаем, но потом сложно и долго удерживать его там, но когда он выходит на горизонт там 4-5 метров, то спокойно поднимает рыбу с 6-7 метров. То, что касается всех этих воблеров, все эти воблеры сконструированы для рывковой проводки. Ну и, соответственно, для того, чтобы не было перехлестов на рывковой проводке, так как воблера крутятся вокруг своей оси, нужен обязательно жесткий поводок. Я использую, как и многие рыболовы, поводок под названием струна. Кто-то называет скрутку. То есть это поводок 30 сантиметров и диаметр 0,4 миллиметра. Никаких застежек, идет скрутка, которая никогда не откроется. И тем самым, вот я сейчас продемонстрирую, она дает минимум шансов для перехлеста, что делает вашу проводку эффективнее. Так, отделим мы воблерок. Замотали. И вот таким образом это выглядит на снасти. То, на что не обращают многие внимания рыболовы, вот я специально оставил на одном воблере. Изначально производитель одевает заводное кольцо. В нашем случае это кольцо совершенно не нужно. Его надо снимать, потому что задумка производителя — это если вязать флюорокарбон, то тогда заводное кольцо необходимо. В нашем же случае, когда мы одеваем поводок, это кольцо, пожалуй, будет лишним элементом. Как мы все знаем, хороший воблер — это японский воблер. Почему именно японский? Потому что у японских воблеров 100% повторяемость. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы по какой-то причине остались без любимого воблера, то гарантированно тот, который вы купите, он будет точно таким. То, что касается китайских воблеров, есть воблера, которые прекрасно ловят. Но то, что если вы захотите купить второй такой же, не факт, что он будет работать точно так, как японский. Сегодняшняя моя цель была рассказать о 7 моих любимых воблерах. Как мы все знаем, японские воблеры стоят достаточно дорого. Поэтому, если вы начинающий рыболов и хотите сразу купить гарантированно уловистый воблер, мой совет — купить вот те воблера, о которых я сегодня рассказал. У каждого воблера есть своя большая история. Он в разных условиях на разных водоемах поймал достаточно много рыбы. Поэтому с данными воблерами ваши шансы будут максимально высоки. Ну а с вами был Юрий Петрош. Больших трофеев, удачных рыбалок. И рыбы берите ровно столько, сколько вы можете съесть. Рыбалка с Юрием Петрошем.